Вы помните этот момент? Года ожидания, службы в армии, бесконечных слухов, тревог и оглушительной тишины. Но в 2026 году мир снова окрасился в фиолетовый цвет. BTS вернулись. Их грандиозный мировой тур под названием «Ариран» изначально не обещал быть просто очередной серией концертов. Это было триумфальное возвращение семерых парней, которые доказали, что время, разлука и жизненные испытания бессильны перед настоящей любовью. Этот тур стал манифестом верности, которую фандом и группа пронесли через годы неизвестности. За эти месяцы мы видели абсолютно все. Слезы, которые невозможно было скрыть, триумфальные крики, возвращение старых шрамов и рождение новой, ослепительной надежды. В этом большом видео мы не будем говорить о сухих цифрах, рекордах в чартах или количестве проданных билетов. Мы заглянем в самую душу этого тура, мы вспомним моменты, которые заставили наши сердца остановиться, разбиться на осколки и склеиться заново. Присаживайтесь поудобнее, приготовьте платки. Это хроника нашего общего возвращения домой. У каждого из нас есть дата, которая разделила жизнь на до и после. Для миллионов людей по всему миру этой датой стал день, когда 7 парней из Сеула снова встали в один круг на сцене. Начало тура на стадионе в Каяне казалось одновременно благословением и суровым испытанием. Словно сама природа решила проверить, насколько сильно мы ждали этого камбэка и готовы ли мы к нему. Дыхание Каяна. Дождь, слезы и фиолетовый океан апрельский Каян встретил парней и армии прохладной весенней свежестью. Но 9 апреля, в день открытия тура, погода решила проверить всех на прочность. Прямо перед началом шоу небо затянуло тучами, пошел проливной ледяной дождь. Настоящая проверка, но для этой встречи преград не существовало. Вместо паники стадион превратился в бескрайнее море светящихся дождевиков. Когда BTS вышли на сцену, капли дождя взрывались в лучах прожекторов, как россыпь алмазов. Вода заливала глаза, сцена была скользкой, но парни лишь искренне смеялись. Тэхён, поскользнувшись во время динамичного танца, не просто удержал равновесие. Он превратил это падение в грациозное танцевальное движение. Стадион буквально взорвался от восторга, а 12 апреля случилось то, чего никто не ожидал. Во время исполнения финальной баллады на сцену внезапно выключили фонограмму, технический сбой. На секунду повисла тишина, но Намджун не растерялся. Он поднял микрофон, ловя ритм биения тысяч сердец. В то же мгновение десятки тысяч фанатов в один голос, без единой фальшивой ноты, допели куплет за парней. Слезы текли по щекам участников группы. Это был не просто концерт, это было абсолютное, осязаемое триумфальное возвращение домой. Магия Пусана, морской бриз и песня для одного человека. Июньский Пусан дышал морем, солнцем и невероятным душным теплом. Стадион Азиады сиял всеми оттенками фиолетового. Здесь, на родине Чимина и Чонгука, атмосфера была по-домашнему теплой, но при этом безумно громкой. 12 июня весь стадион содрогался от криков. Каждый шаг местных любимцев сопровождался оглушительным гулом. Самая трогательная и запоминающаяся история произошла 13 июня. Чонгук, исполняя свою сольную партию, вдруг остановился прямо на краю фан-зоны. Его взгляд упал на пожилую женщину в первом ряду. Оказалось, это была бабушка, которая пришла на концерт вопреки почтенному возрасту. Чонгук мягко улыбнулся, опустился на одно колено и допел оставшиеся строчки, глядя прямо ей в глаза. В этот момент весь огромный стадион словно замер. Многотысячная арена сжалась до размеров одной крошечной уютной комнаты, а ближе к полуночи, во время финального салюта над Пусаном, Чимин долго стоял на сцене. Он молча смотрел на гаснущие в небе огни, обняв парней за плечи. Родной город принял их как героев.
Корейская часть тура «Ариранг» завершилась. Но эти искры, зажженные в Каяне и Пусане, полетели дальше, чтобы согреть весь остальной мир. Токио, океан тишины и взрыв тысячи солнц Токио Доум славится своей уникальной культурой. Японские фанаты умеют слушать артистов, затаив дыхание. 17 апреля, во время исполнения сольной баллады Чимина, огромный стадион замер так глубоко, что был слышен каждый шорох его сценического костюма. Но на следующий день, 18 апреля, Хосок устроил настоящий переворот. В середине своего танцевального соло он сорвал с себя головной убор, бросил его в толпу и крикнул на японском: «Покажите мне вашу настоящую силу». Стадион взорвался такой оглушительной волной крика, что звукорежиссеры на пульте позже признались, датчики шума зашкаливали, словно рядом взлетал космический шаттл. Тампа, пиратский флаг и штормовое предупреждение, Флорида встретила BTS изнуряющей жарой и внезапными штормами. 26 апреля прямо во время динамичной ран BTS над стадионом Раймонд Джеймс разразилась сильнейшая гроза. Молнии разрезали небо прямо над сценой, создавая безумные природные спецэффекты. Организаторы хотели приостановить шоу из-за безопасности, но Чонгук просто выбежал на залитый водой подиум, промокший до ниточки, и запел еще мощнее. А 28 апреля фанаты передали на сцену огромный пиратский флаг с эмблемой BTS. Намджун повязал его как плащ и до конца финального мента бегал по сцене, изображая капитана корабля, что вызвало шквал фанатских мемов. Эль-Пасо, техасское солнце и ковбойские шляпы 2 мая на стадионе Сан-Боул, окруженном пустынными пейзажами, жара стояла невыносимая, но настоящим пожаром стали сами парни. Во время разговора с залом Тэхён примерил брошенную из первого ряда классическую ковбойскую шляпу. Он сделал легкий поклон, прищурился в камеру и произнес культовое «Хауди, Texas» с идеальным южным акцентом. Соцсети легли в ту же секунду. На следующий день, 3 мая, уже весь стадион пришел в ковбойских шляпах фиолетового цвета, устроив парням незабываемый техасский прием. Стэнфорд. Интеллектуальный взрыв и признание джино-студенческий Стэнфорд принес туру особую, легкую и немного бунтарскую атмосферу. 17 мая во время традиционной волны лайтстиков студенты выстроили на трибунах светящуюся формулу ДНК. Джин, увидев это с высоты сцены, рассмеялся и сказал: «Я, конечно, всемирный красавчик, но ваша умная любовь сегодня затмила даже меня». 19 мая концерт превратился в сплошной интерактив. Парни читали плакаты фанатов, шутили про экзамены и благословляли студентов на успешную учебу. Лас-Вегас. Неоновое безумие в городе грехов 4 дня в Лас-Вегасе на Allegiant Stadium стали настоящим фестивалем. Город полностью окрасился в фиолетовый свет. Самый яркий момент произошел 27 мая. Во время исполнения одной из песен Чимин и Тэхён устроили шуточный баттл на сцене, закидывая друг друга долларовыми купюрами с изображениями лиц участников BTS, которые фанаты приготовили для фан-проекта. В финальный день, 28 мая, Лас-Вегас провожал группу таким количеством конфетти и пиротехники, что сцена напоминала новогодний Сидней.
Мехико – землетрясение от любви. Мехико 7 мая на стадионе GNP Seguros творилось что-то невероятное. Латиноамериканские армии славятся своим темпераментом, но в этот раз они превзошли сами себя. Когда заиграли первые аккорды Fake Love, стадион запел так громко, что перекричал стадионные колонки. Юнги остановился, вытащил из уха монитор и просто ошеломленно качал головой, слушая этот хор. Местные новостные каналы на следующий день в шутку написали, что датчики зафиксировали мини-землетрясение в районе стадиона, вызванное прыжками фанатов. Мадрид. Жаркие ночи и футбольные страсти. 26 июня Мадрид тонул в летнем зное, а стадион Рияд Эйр Метрополитано кипел от эмоций. Испанские фанаты устроили парням сюрприз. Вместо обычных кричалок они начали скандировать классические футбольные гимны, переделанные под имена участников БТС. Намджун был настолько тронут, что в конце шоу надел футбольное джерси местной команды и забил символический мяч в импровизированные ворота прямо на сцене, заставив стадион взреветь от восторга. Брюссель. Дождь из роз и шоколадный фанарт. 1 июля. Бельгия встретила группу мягкой европейской прохладой. На этом концерте фанаты запустили один из самых красивых фан-проектов тура. В момент кульминации песни «Микрокосмос» тысячи людей подняли вверх бумажные красные и фиолетовые розы. Сцена буквально утонула в цветах. А 2 июля за кулисы парням передали огромную шоколадную скульптуру их логотипа весом в 50 килограммов. Хасок выложил фото с ней в соцсети, подписав: «Бельгия, ты слишком сладкая». Лондон. Дождливый финал и величие Тоттенхэма. Завершение этого этапа в Лондоне 6 и 7 июля стало легендарным. Британская погода осталась верна себе, небо затянуло тучами, но Тоттенхэм Хотспур Стадиум горел изнутри. 7 июля во время прощальной речи Чимин не смог сдержать эмоций. Британские армии начали хором петь для него «We love you», и парень расплакался прямо на плече у Чонгука. Дождь, капающий на крышу стадиона, фиолетовые огни и плачущие от счастья парни, Лондон поставил монументальную, красивую точку в этой главе тура Ариранг. Этот тур уже официально стал частью мировой музыкальной истории. Он оставил после себя терабайты бесценных фанкамов, сорванные от криков голоса, исписанные блокноты и миллионы счастливых, искренних улыбок по всему земному шару. Каждая любительская запись, выложенная в сеть, каждый профессиональный кадр официального фильма – все это складывается в огромную, монументальную мозаику человеческой преданности. Камеры зафиксировали не просто музыкальное турне, они задокументировали историческое событие, феномен, который вряд ли кому-то удастся повторить в ближайшие десятилетия. Этот тур доказал самую главную истину – БТС – это не временный, мимолетный тренд и не просто успешный коммерческий проект. Это настоящий культурный код, это целая огромная эпоха, и прежде всего это семья, в которую на правах близких людей входят миллионы человек по всей нашей планете. Они вернулись, чтобы остаться,
и доказали, что их музыка способна исцелять самые глубокие раны, соединять разбитые сердца и дарить надежду тогда, когда кажется, что все потеряно. Спасибо каждому из вас, кто прошел этот долгий путь воспоминаний вместе со мной. Напишите в комментариях, какой именно момент из этого грандиозного тура заставил ваше сердце биться чаще всего. Удалось ли вам побывать на одном из этих концертов лично, почувствовать этот бьющий в лицо дождь в Каяне, увидеть эту невероятную улыбку Чимина или суровый взгляд Юнги своими собственными глазами? Или вы сидели дома перед экраном своего телефона или компьютера и в полной темноте, задыхаясь от нахлынувших эмоций, плача от счастья и подпевая каждой песне вместе со стадионом? Поделитесь своими историями, расскажите, что вы чувствовали, когда они впервые вышли на сцену в туре «Ариран» после стольких лет разлуки. Давайте сохранять эти бесценные воспоминания вместе, ведь именно они делают нас сильнее. Именно они напоминают нам о том, что мы не одиноки в этом огромном мире. Обязательно поддерживайте это видео своим лайком, делитесь им с другими арми, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы мы могли и дальше вместе бережно собирать и изучать историю нашей любимой Великой Семерки. Помните, что наш фиолетовый океан никогда не высохнет, пока мы есть друг у друга, пока наши лайтстики горят в темноте, а наши сердца бьются в одном ритме с их музыкой. Берегите себя, верьте в лучшее, никогда не сомневайтесь в их любви и до встречи в новых видео.